Режиссер и актриса, врач и пациент, или, может быть, медсестра и пациент, преподаватель и студентка, ученик и учительница. Все это возможные сценарии любовной связи, которые по-разному начинаются, по-разному заканчиваются, но существуют в жизни. И последняя из названных мною пар, ученик и учительница, наверное, самый проблемный союз, потому что ученики редко бывают совершеннолетними. Ну, если только речь не идет о вечерней школе рабочей молодежи, где всем обучаемым уже давно исполнилось 18, а то и больше. Но именно с такой провокационной историей, с романа ученика и учительницы, начинает свой роман «Упражнения» Иэн Макьюэн. Роман Иэна Макьюэна называется в оригинале «Lessons», но, конечно же, перевод «Упражнения» очень хорошо отражает занятие главного героя музыкой и тот ежедневный экзерсис на фортепиано, который ему требуется. Итак, главного героя зовут Роланд. Это портрет человека на фоне второй половины 20 века и первой четверти 21 века. Когда Роланду исполняется 11 лет, его отец, который служит в это время в Ливии, решает отправить своего сына в Англию, в школу-пансион. Там-то и разгорается вся эта история. Постепенно Роланд превращается из маленького мальчика в подростка. Его коллеги по школе, его одноклассники начинают все больше обсуждать темы секса, сдабривая все это скабрезными шуточками, чтобы как-то спрятать свою уязвимость. А Роланд тоже начинает заглядываться на свою учительницу музыки, молодую Мириам Корнелл. А Мириам Корнелл вовсе не из тех, кто будет деликатно игнорировать интерес своего ученика, делая вид, что она этого не видит. Наоборот, она начинает его совершенно откровенно соблазнять. И перед нами разворачивается такая вот история наполовину страсти, наполовину даже абьюзивных отношений. Ну, что же этому поспособствовало и где же были родители, скажете вы? Но родители Роланда жили далеко, отец служил в Ливии. Таким образом, все звезды сложились так, что Роланду было легче скрывать эту историю. А к тому же этому способствовала и, как ни странно, политическая ситуация. На дворе 60-е годы. И это один из витков холодной войны между Советским Союзом и коллективным Западом. И вот появляются тревожные заголовки в газете о возможном переходе этой холодной войны в горячую, а не случится ли ядерная война. И, конечно, преподаватели уже больше не могут игнорировать эту информацию, не могут игнорировать ее и воспитанники школы-пансиона. Ученики начинают обсуждать между собой, что же произойдет, как это испарится, ведь жители Хиросимы, которые были близко к эпицентру взрыва, просто-напросто испарились, и от них остались только тени, и ничего больше. И каждый по-своему продолжает такую фразу, как «а вдруг война, а я еще не». И вот для Роланда на пике его превращения из мальчика в мужчину, в период этой гормональной бури, решающей становится фраза «а вдруг война, а я еще не познал близости с женщиной». Ведь можно испариться и так и не узнать, что это такое. Именно вот эта мысль становится тем катализатором, который заставляет Роланда сесть на свой велосипед и отправиться прямо домой в коттедж к своей учительнице в ответ на ее недвусмысленное приглашение, прозвучавшее какое-то время назад. И Иэн Макьюэн далек от того, чтобы читать нам морали, но рассказывая об этой истории, он представляет разные ее стороны, и благоприятные стороны, и не очень. Конечно же, Роланд находится в эйфории, поэтому Иэн Макьюэн вовсе не торопится окрашивать весь этот рассказ в черный цвет. Куда там одноклассникам Роланда теперь до него? У него начинается своя совершенно новая жизнь, не похожая на их жизнь. У него есть свои тайны. Из робеющего мальчика он превращается в довольно галантного молодого человека. К тому же музыкальные способности Роланда тоже
совершенствуются. И дело тут не только в том, что он берет дома у Мириам Корнелл дополнительные уроки. Вся эта его эмоциональная жизнь отражается на его игре, а вовсе не только техника. И вот уже учительница и ученик в 4 руки исполняют на конкурсе сложные музыкальные произведения, производят фурор и попадают в местную газету. Вот их фотография. Ему уже почти 15, ей 25, оба счастливые и оба в каком-то смысле без царя в голове. Но далек Иэн Макьюэн и от того, чтобы пропагандировать такие отношения. И, конечно же, он показывает и вторую сторону, но у Мириам очень склочный характер. Она умело манипулирует Роландом, то приближает его, то отдаляет. И, конечно, все эти эмоциональные качели не идут ему на пользу. В придачу к этому непонятно, что делать с полным завалом со школой. Грозит опасность не закончить 6 класс, и надо предпринимать что-то по этому поводу. Все другие последствия этой связи, все то, как это аукнется, Роланд будет обдумывать уже в своей последующей жизни. А жизни этой в наблюдении автор дает нам очень большой кусок. Мы видим Роланда фактически с его предподросткового возраста и до его преклонного возраста, где-то 70+, или, если я ошибаюсь, может быть, немного позже. На протяжении всей жизни, которая нам показана, Роланда будут сопровождать те или иные женщины, и всегда они будут играть важную роль в его жизни, являться такими своего рода путевыми звездами, которые помогают ему перелистывать особо яркие страницы его бытия. Все его последующие избранницы являются намного более уравновешенными, словно Роланд боится обжечься второй раз. Такова Диана. Первая серьезная связь Роланда, чуть было не закончившаяся браком. Такова Мирей, дочка дипломата, благодаря которой в жизни Роланда возникают очень интересные друзья. Такова, конечно же, Дафна, его друг всей жизни. Дафна всегда умеет выслушать. У Дафны на кухне можно получить консультацию по самым сложным жизненным вопросам. Выделяется на этом фоне Алиса. Алиса является тем островом стабильности. Именно Алиса сподвигла его на заключение законного брака. Алиса немка, и тут вспоминается пословица: если уж немцы что-то делают, то они делают это основательно. Wenn die Deutschen etwas machen, dann machen sie es gründlich. У Алисы серьезные жизненные амбиции. Она намерена целенаправленно их воплощать. Они оба, Алиса и Роланд, интеллектуальные. Они ссорятся из-за политических вопросов. Тем более мощным ударом под дых является тот сюрприз, который Алиса Роланду преподносит. В один прекрасный день она попросту исчезает. Бросает она и родившегося к этому времени годовалого сына, не оставляя абсолютно никаких намеков, где можно ее искать. И Роланд объявляет Алису в розыск. Ну и умело жонглируя вот такими планами на протяжении где-то первых 150 страниц, Иэн Макьюэн то погружает нас в юность Роланда и его увлечение Мириам, то в более уже такой стабильный период жизни Роланда, во всяком случае, как ему казалось, который вдруг оборвался. И мы видим переживания Роланда по поводу исчезновения Алисы, по поводу того, как преподносить это все маленькому ребенку, что говорить и так далее. Впоследствии автор добавит еще другие сюжетные линии и других героев. Скажу пару слов об основных чертах этого романа. Ну, конечно же, в каком-то смысле это сборник скелетов в шкафу. Таким скелетом является, конечно, и история Мириам. Таким скелетом являются некоторые истории из жизни родителей Алисы, и особенно ее матери Джейн. Определенные тайны появляются и в истории знакомства родителей Роланда, выплывают они ближе к концу романа. Вторая черта – это то, что данный роман
затрагивает огромное количество исторических событий. Посудите сами. Вторая мировая война. В нее автор вынужден немного окунуться, говоря о знакомстве родителей Роланда. Холодная война, ядерная угроза, все последующее политическое напряжение между странами социалистического лагеря и странами противоположного лагеря. Далее деление Германии на западную и восточную, и жизнь в Восточной Германии настолько, насколько Роланд может ее увидеть. Чернобыльская катастрофа и те заголовки газет, которые в это время появлялись в Великобритании, как жители реагировали на это, как реагировал сам Роланд. Политическое потепление и, в частности, падение Берлинской стены. Пожалуй, именно это событие является кульминацией в романе, потому что оно, в свою очередь, накладывается на совершенно невероятные события в жизни Роланда. Последующее развитие политической ситуации, различные премьер-министры в Великобритании. Автор также знакомит нас с таким явлением, как остальгия, то есть тоска восточных немцев по периоду жизни в ГДР. Чем-то это похоже на то, как сегодня люди иногда скучают по жизни в СССР. Появляется такая тоска по миссии, по некой духовной составляющей. Ну и, наконец, все завершается эпидемией ковида. Маски, прививочники, антипрививочники. Книга завершается и завершает работу над ней автор в 2022 году. Я рецензирую ее в 2024, то есть это еще не совсем остывшее блюдо. Есть в связи с таким большим охватом событий определенный недостаток. Местами, там, где автор переходит от одной фокусной точки как бы к другой фокусной точке, вы видите такой дискурс вроде эпилога, где автору надо быстренько пробежаться по ряду событий и потому, что стало с персонажами, прежде чем приблизить свою лупу и начать показывать другое фокусное событие. Третьей чертой является тонкое психологическое наблюдение о субъективности нашей памяти и о том, насколько под влиянием эмоций мы окрашиваем прошлые события либо в один цвет, либо в другой. Четвертая особенность – это важный вопрос о творческих людях, который ставит автор, а именно, имеют ли право творческие люди по-скотски относиться к своим близким. Вечно зеленая тема. Автор исследует ее на примере одной из героинь, писательницы. И автор находит только какой-то частный вариант ответа, потому что ответа, который годился бы в данном случае на все случаи жизни, не существует. Есть в истории и примеры удачного сочетания творчества и семейной жизни, и есть примеры крайне неудачного сочетания, когда эти люди предавали своих близких и, возможно, лучше вообще не заводили бы семей. Пятая особенность – это очень качественное исследование и качественная презентация биографии человека. Я говорю о Роланде. Поскольку мы прослеживаем его жизнь с юности и до преклонных лет, то мы видим, как эволюционировал Роланд. И если посмотреть на его молодые годы, то, возможно, он вам не понравится. Вам может показаться, что он довольно поверхностный человек и на него нельзя положиться, но впоследствии вы видите, как он развивается и как к своей зрелости он научился отличать, что в этой жизни важно, а что не важно. И еще одна особенность, которую я считаю ценной, это то, что мы, идя от своего расцвета к своему старению, не должны думать, что жизнь больше нам ничего не предоставит. И вот когда мы читаем книгу, когда мы путешествуем вместе с Роландом по годам его жизни, то может возникнуть иллюзия, что вот Роланду уже 50, да будет ли что-то еще интересное, а вот Роланду уже 60, наверное, тут как-то события пойдут на убыль. Но нет, автор приберегает еще много новых и интересных деталей и событий, которые поднимают ваш интерес. И благодаря этому создается впечатление, что жизнь всегда способна нам еще что-то предложить.
жить. Как пел Владимир Высоцкий: разрывы глушили биение сердец, мое же негромко стучало, и все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Вот такой был обзор. Спасибо. Написанное остается.